Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Куба Гибели, и в сегодняшнем видео мы с вами смотрим на трейлер к игре Paralives. Разработчики мне эксклюзивно прислали этот трейлер на почту и попросили именно сегодня продемонстрировать его вам. В этом трейлере они показывают полный вариант создания редактора персонажа таким, каким он будет в самой игре. То есть все его функции, все его возможности. И, к сожалению, мне не получится записать полноценного реакта, потому что этот трейлер я уже посмотрел, потому что мне было, уж очень интересно, что они там добавили и вообще стоит ли игра свеч для того, чтобы вам его показывать. Оказалось, стоит, и редактор создания персонажа меня по-настоящему удивил, и сейчас мы с вами его посмотрим, я вам его покажу, и мы увидим, что же разработчики игры Paralives нам добавляют в эту игру, потому что трейлер реально очень классный, и все функции, которые добавлены в редактор создания персонажа, реально здоровские. Какие-то из них мы уже видели в предыдущих, скажем так, трейлерах и тизерах, а какие-то абсолютно новые, так что поехали. Ну что, трейлер нас встречает надписью Paralives Paramaker, именно так будет называться редактор создания персонажей, то есть создание парафолков. Этот трейлер начинается с нового персонажа и с вариацией одежды. Также мы можем видеть аксессуары в виде колец на его пальцах, а отдельно мы можем добавлять обувь, и вот это меня безумно... Это Себастьян, просто его поменяли, я его не узнал. И меня очень сильно удивило, знаете, вот это вот их очень такая вот максимально жизненная поза, которую они встают после того, как вы их создаете. У парафолков нет этой тупой привычки двигаться от каждого элемента одежды, как это есть в The Sims. Вы надеваете на них штаны, они такие: «Воу, классно!» Вы надеваете на них кофту, они такие: «Воу, классно!» Нет, парафолки стоят статично, они не шевелятся, и уже после того, как вы создали полный аутфит, полный лук персонажу, они его одобряют или не одобряют. Вот, и тут можно заметить, что Себастьян такой типа: классный аутфит, поехали дальше. Дальше нам показывают персонажа, которого мы с вами уже видели, это Мэгги, и нам демонстрируют именно создание тела персонажа на Мэгги. Вы можете как увеличивать, так и уменьшать грудь, талию, поднимать вверх и вниз грудь, вот, и также увеличивать, уменьшать толщину шеи и увеличивать размер головы. Разумеется, у лица там свои определенные ползунки, которые в дальнейшем нам покажут. Вот наша потрясающая Мэгги. И у нее также есть своя такая вот классная поза и анимация. Дальше нас возвращают к Себастьяну для того, чтобы продемонстрировать волосы на теле и татуировки. Ребята, меня прям поразила вот эта тема, что вы татуировки можете перемещать свободно по той или иной, скажем так, части тела. Также нам показывают различные фигуры и различное положение тела, то есть даже рост здесь также учитывается, мышечная масса прорисованная. Вот, в момент создания, скажем так, роста, вы будете видеть, какого роста ваш персонаж. У них нет каких-то, знаете, статичных, давайте пока поставлю на паузу, у них нет каких-то статичных моментов роста, например, там только персонаж может быть, например, там 1,80 м, 1,50 м и 1,30 м. Нет, вы можете задавать рост тот, который вы сами хотите. То есть прям до метров, да, до сантиметров. Это все зависит только от вас. Персонаж будет менять свой рост, и, разумеется, тело, ноги, стопы тоже со всем этим делом уменьшаются, чтобы соответствовать, скажем так, росту. Но, разумеется, потом вы сможете все это дополнительно отредактировать, и это здорово. Дальше мы видим персонажа в более таком вот классическом костюме. Это шляпа, костюм официальный на выход, и также нам демонстрируют расцветки. Они также есть, и можете заметить, что когда вы добавляете расцветку, там есть плюсик, то есть вы по логике сможете добавить самостоятельно расцветку, то есть в игре будет цветовой круг, как разработчики показывали ранее, то есть вы сможете отредактировать цвета абсолютно самостоятельно. И вот нам демонстрируют нового персонажа по имени Марвин. Дальше нам также вот как раз таки показывают цветовой круг и показывают текстуры, которые вы можете добавить на одежду. Скорее всего, с дальнейшими обновлениями
обновлениями игры данных текстур будет все больше и больше и больше. Или же разработчики добавят инструмент создания собственных текстур. Было бы здорово. Оттенки, также цветовой круг. Бесподобно. Привет, Sims 3. Опять же, не хочу никакие делать отсылки на Sims, но это здорово. Цветовой круг в игре по созданию персонажа — это всегда круто. Также у нас есть цветовой круг для оттенков кожи. Вы можете задавать тот оттенок кожи, который вы хотите. И тут Paralives сделает абсолютно правильно, никого не ущемляя. Вы какой цвет кожи захотите, тот и добавите. У парафолков будут кадыки, с чем Sims 4 осуждали очень-очень давно и много, что у мужчин нет этого адамового яблока, так называемого. И также у персонажей, я уже рассказывал в одном из выпусков новостей, будет, скажем так, гетерохромия. То есть вы можете задавать разные цвета глазам, что тоже дополняет персонажей и делает их очень и очень индивидуальными. Ну и разумеется, какие-то родинки вы можете свободно перемещать по лицу, то есть добавляя, скажем так, ту мушку туда, куда захотите. Ну вот и демонстрируют всех персонажей, которые показали в этом трейлере, и также показывают одного нового, а именно ребенка. Это Элли. Вот так вот будут выглядеть дети в Paralives, и это круто. Они также не объявляют дату релиза игры, пишут, что игра в процессе разработки, нет еще точной даты, и разработчики даже в письме, которое мне прислали, также не сообщили дату выхода игры. Потому что, скорее всего, они еще ее сами не знают, и сказать ее тоже они не могут. Но будем надеяться, что уже в 2022 году разработчики нам, скажем так, хотя бы примерную дату выхода, но сообщат, и это было бы здорово. Вот такой вот редактор создания персонажа в игре Paralives у нас будет, и это круто, и это здорово. Реально, редактор меня радует. Несмотря на графику, хотя графика мне тоже нравится, она такая, знаете, по-своему уникальная. Она ни в коем случае не копирует The Sims, да, потому что, ну, сравнивать, если сравнивать, то только с Sims. Не будем же мы сравнивать Paralives с какими-то другими, скажем так, симуляторами жизни, по типу там Аватарии, потому что Аватария — это не совсем симулятор такой жизни, который мы привыкли видеть в Sims, да, то есть это, ну, несравнимая тема. Вот, Paralives же ближе вот как-то к The Sims. Так что и сравнение идет, разумеется, с Sims, с любой частью, потому что Paralives берет, скажем так, от Sims лучшие какие-то моменты и соединяет их в себе, добавляя, разумеется, какими-то новыми классными функциями. Вот такие дела. Я безумно жду, когда разработчики предоставят, возможно, какое-то бета-тестирование редактора создания персонажа, чтобы мы саморучно с вами пощупали, потрогали, посоздавали парафол. Как-то вот, мне кажется, было бы логично, если бы они выпустили вот такую вот тему с бета-тестированием парафолков, было бы классно. Вот, я бы потрогал, пощупал все это дело, мне безумно хочется уже узнать, посмотреть, может, какие-то новые анимации, точнее, совсем новые анимации, потому что мы, как бы, не играли еще в Paralives. Вот, и когда начнем играть, тоже пока непонятно. Вот такой вот классный редактор создания персонажа поделились со мной эксклюзивно разработчики. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного редактора персонажа. Нравится он вам, не нравится. Я когда в первый раз смотрел этот трейлер, я был в диком восторге, потому что мне дико понравился редактор создания персонажа, в особенности темы с татуировками, с ростом и с тем, что персонажи могут быть настолько индивидуальные по росту, вплоть до сантиметров. И это здорово, и это классно. Вот такой вот редактор создания персонажа, вот такое видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать самые свежие и интересные новости из мира Paralives и не только. Но с вами был Сергей, канал Хубагивель, всех безумно люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.